Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 29 декабря 2021 года. Поговорим о народном празднике, поговорим о том, что можно делать в этот день, что нельзя делать на этот день, как говорили, что завещали наши предки на этот день. Также уделим внимание лунному календарю и поделимся определенными советами и рекомендациями, чтобы вы знали и понимали, как правильно прожить этот день и как жили наши предки. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, сегодня, 29 декабря, отмечается народный праздник Агеев день. В церковном календаре это день почтения памяти святого ветхозаветного пророка Агея. А вот в простонародье его прозвали Инисеем, Иний сей, так как по инию в этот день судили о погоде на ближайшее время. Другие названия праздника этого дня, 29 декабря, Агей, зимоуказник или Инисей. Итак, наши предки называли этот день Агеев день, 29 декабря, и название пошло от имени одного из последних пророков Ветхого Завета. Раньше говорили, что если Агея разозлить, то он может такой мороз напустить, что до самого крещения все в студеном испуге замрет. А чтобы не злить святого, нужно прислушиваться обязательно к особым запретам. В народе же этот день прозвали Агей и Инисей или Зимоуказатель. Впереди ожидаются святки, и земля как бы принаряжается к их встрече, а помогает им в этом Агей, посеребривший ее инеем, напоминающим тончайшие кружева из хрупкого льда. Хозяйки тоже от него не отстают и украшают 29 декабря дом красивыми кружевными салфетками и покрывалами, а также накидками на подушки. Святой Агил считался добрым и сговорчивым, однако и его могли обидеть злым словом, сплетнями, наговорами и скандалами. Люди верили, что обиженный он мог напустить такой мороз, что до крещения все замирало в ледяном страхе. Поэтому, чтобы Агей не обижался, 29 декабря люди старались вести себя тихо и обдуманно. Не ссорились по мелочам, не скандалили, не обвиняли, пока люди не разберутся между собой, и даже узнав об оплошности кого-то, стремились простить. Агей являлся покровителем души человеческой, но только той, которую человек содержит в чистоте. Был воспитателем безгрешной жизни, учил любить и ценить труд. Поэтому родившую в этот день женщину вместе с младенцем накрывали покрывалом, ею же сотканным и вышитым, а после шли в храм, чтобы поставить за здравие новорожденного свечу. Читали молитву, обращаясь к Агею, чтобы он сохранил душу сегодня рожденного малыша чистой и направил его на путь истинный. Наши предки верили, что человеческая душа является двойником своего хозяина, но только в уменьшенном виде и с крылышками на спине. Она только перед смертью отделяется от тела, превращаясь в ветер, птицу или насекомое. Обычно считалась в бабочку. Поэтому, если кто-то 29 декабря замечал на своем окне настойчивую птичку или вдруг проснувшуюся от зимнего сна бабочку или другое насекомое, но только не муху и не таракана, то птаху нужно было обязательно накормить, а для насекомого открыть обязательно окно. Считалось, что это души предков прилетали посмотреть на своих живых близких.
Традиционно ночью на Агея и Енисея повсюду жгли костры, в которых кидали маленьких снежных человечков, а после наблюдали, если пламя в скорости погасло, значит все святки будет солнечно и ясно. Также человечков из снега использовали и для уничтожения всего плохого, что накопилось в душе, читая при этом специальные слова. Рожденные 29 декабря на Агея отличались трудолюбием и хозяйственностью. Они немногословны, всегда говорят по делу. Эти люди отличаются большим трудолюбием, они вежливы и обладают хорошими дипломатическими качествами. Талисманом для них может стать карнеул и сапфир. Конечно, 29 декабря были и запреты, о которых знали наши предки и понимали, что же нельзя делать в этот день. 29 декабря по народным приметам нельзя проводить было день вдали от семьи. Наши предки верили в поверье, что те, кто ослушаются этого запрета, будет ждать большое испытание. Им придется много времени провести в одиночестве. А чтобы этого не произошло, надо вечером собраться за дружным семейным ужином и обязательно поговорить по душам, забыв о прежних обидах и ссорах. Если нет возможности прийти, то надо хотя бы позвонить родственникам. Нельзя 29 декабря ремонтировать обувь. Каждый забитый в нее гвоздь сегодня ассоциируется с гвоздями, забиваемыми в гроб. А по народной примете, чем больше их забьют, тем скорее умрет хозяин ботинок. Поэтому лучше перенести ремонт обуви на другой день. В Агеев день, впрочем, как и в любой другой, запрещается сидеть на столе. Придется иначе бедствовать, а в жизни наступит черная полоса, которая коснется личных отношений, финансов и семейного благополучия. Не стоит 29 декабря разговаривать с собеседником через порог. Кто нарушит этот запрет, скоро поссорится, притом надолго. Для налаживания отношений придется приложить немалые усилия всем участвующим в беседе. Нельзя в Агеев день заниматься сокрытием тайн, поскольку о них все равно скоро все узнают, а потерять дружеские, родственные или любовные отношения из-за недоверия очень легко. Запрещается 29 декабря пить пустой чай, иначе потом весь год он таким и будет. В Агеев день принято выставлять на стол разное варенье и устраивать чаепитие. Хорошо, когда есть 7 видов джемов или варенья, чтобы каждый сидящий мог съесть его по ложке. Тогда, по народной примете, никакая болезнь не пристанет и все невзгоды пройдут стороной. Ни в коем случае 29 декабря не разрешается, чтобы пустовал кошелек. В нем должно быть лежать как можно больше купюр, пусть и мелких, и тогда в будущем деньги будут просто липнуть к рукам владельца такого кошелька. Но пересчитывать деньги 29 декабря не рекомендуется, поскольку можно лишиться всех своих накоплений. Также 29 декабря строго запрещено лениться. В этот день нужно встать пораньше и сразу взяться за дела. Тогда будущий год будет удачным. Не рекомендовали наши предки садиться на стол. В противном случае, говорили они, не избежать проблем с нижней половиной тела. И сегодня не передавайте деньги из рук в руки. Считается, что 29 декабря они могут стать проводником негативной энергии. А чтобы этого не случилось, можно воспользоваться безналом или оставлять купюры и монеты отлежаться на столе. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 29 декабря 2021 года. По лунному календарю нас с вами ожидает 24 и 25 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Скорпион. Обращаем ваше внимание, что сегодня один из самых мощных дней в этом лунном месяце. И в этот день пробуждаются силы природы, которые благоприятствуют созиданию. А в человеке пробуждается сила. И в этот день хорошо закладывать фундамент новых больших
дел. Это очень важно именно в этот день. Сегодня хорошо начинать осуществление глобальных долгосрочных проектов, но злоупотреблять пробудившимися силами не надо, они могут обернуться во зло. В этот лунный день будет полон неиссякаемой энергии, причем она будет касаться не только душевных порывов, сколько физических сил. Поэтому зачастую этот день называют мужским, он пробуждает сексуальное влечение и способствует занятиям спортом. Считается, что сегодня пробуждается сила природы. Как мы уже сказали, Луна в знаке зодиака Скорпион и дает возможность людям находить правильный путь, свои способы и принципы, а также научиться отвечать за других и себя самого, повзрослеть разумно, избавиться от различных стрессовых ситуаций и уметь брать на себя ответственность. Такое время благоприятно для налоговых служб, полиции, для исследований углубленного характера, а также для объединения с фирмами и людьми. Вы знаете, Луна в знаке зодиака Скорпион помогает наложить печать страсти на все, что у людей имеется в планах и в мыслях. В этот день характерна основательность для всех видов деятельности. В такой период будет повышен интерес к различным таинствам, к мистикам и запретам. Обычно в такое время накалена обстановка, и для того, чтобы устроить скандал, достаточно всего лишь минимального повода. Хорошее настроение людям поднимут сегодня легкий флирт и яркие вещи. И обращаем ваше внимание, что сегодня постарайтесь провести этот день спокойно, без лишней возни, суеты, особенно если сил у вас недостаточно. Мы помним, друзья, с вами, что у нас на данный момент идет убывающая луна, и 2 января всех нас ожидает новолуние. Поэтому кто-то может быть достаточно деятельным и активным, как положено в этот день сильным личностям. Выбор только за вами. Вам виднее, сильный вы или слабый человек. Что же касательно стрижки в этот день, то запись в салон красоты лучше отменить, так как результат стрижки вас сильно расстроит. Если укоротить волосы в этот день, это негативно скажется на здоровье всего организма. Тусклыми и безжизненными волосы может также сделать завивка или окрашивание. Поэтому наиболее удачным выбором сегодня станут просто распущенные волосы, простые косы или, как вариант, конский хвост. Обновить образ вы можете с помощью наращивания волос. Оно может быть удачным, если вы не станете чрезмерно увеличивать длину собственных волос. Не лишним будет сделать питательную масочку для волос или помыть их настоем крапивы. В результате волосы будут казаться гуще, здоровее и даже ярче. Окраска волос натуральным красителем в темный оттенок поможет создать хорошее впечатление на вашего шефа или коллег. Волосы стоит уложить крупными волнами, чтобы притянуть природную энергию. Считается, что 29 декабря этот день неудачен для путешествий, а также для безделья и грусти. Поэтому обязательно займитесь планированием и теми делами, которые помогут вам привлечь в самом ближайшем будущем изобилие, достаток и благополучие. Друзья, вот такой у нас с вами день, 29 декабря 2021 года.